Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня предлагаю вам связать самую простую кофточку спицами с узором из вытянутых петель. Иногда хочется отдохнуть от сложных ажурных узоров и связать что-то простое. Можно сказать, вязание выполняется с закрытыми глазами. Сразу показываю кофточку на себе. Здесь прямой силуэт, короткий рукав и круглая горловина. Горловина обвязана крючком, поэтому она хорошо держит форму. Данную кофточку, можно сказать, как футболку, я вязала по фото модели Лана Гроссе. И здесь выставляю вам фото данной модели. Мне понравился узор, дорожки из ажурных петель, вытянутых петель. Смотрится по сути как полоски на полотне. И здесь самая простая вязка — это платочная вязка из лицевых петель. И вот такой вот струящийся эффект, свободный силуэт, струящийся эффект достигается за счет подобранной пряжи. Данную кофточку я вязала из пряжи Alize Diva. Это синтетика, но очень приятная и вот такая вот как будто шелковая, с таким красивым блеском. Единственный недостаток этой пряжи, что при вязании необходимо хорошо делать ВТО, проводить отпаривание и образца, и отдельных деталей. И только после ВТО у вас изделие примет нужный размер и нужную форму. Вот, так как ниточка после вязки меняет свою, после отпаривания очень сильно меняет свою как бы плотность. Поэтому делайте образцы, проводите ВТО и только после измеряйте плотность вязания и рассчитывайте, сколько необходимо набрать петель, чтобы связать такую кофточку на себя. Итак, я подробно буду рассказывать, как вязала кофточку далее в этом видео. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Дорогие рукодельницы, я начинаю вязать кофточку и первым делом начинаю вязать образец узора. Я буду вязать кофточку из пряжи Alize Diva. На самом деле эта ниточка лежит у меня давно. Она мне нравится. Смотрите, какое у нее красивое сияние. И в то же время полотно получается такое струящееся. Ниточка очень приятная на ощупь, несмотря на то, что это синтетика. И модели из этой кофточки, вещи из этой пряжи можно носить как весной, так и летом. Она очень комфортная, такая как шелк на ощупь. И поэтому я буду вязать такую кофточку на весну и на лето. Единственный минус этой пряжи в том, что она полотно меняет свои размеры после стирки и после, допустим, отпаривания. Поэтому я связала образец и отпарила. И у меня значительно увеличилась и ширина, и высота образца. Поэтому учтите этот момент при расчете петель для начала вязания. Вяжите образец и проводите ВТО, а после этого только снимайте мерки. Также для данной ниточки я считаю, что больше подходят простые узоры. Я из этой пряжи вязала такие более ажурные, сложные узоры, но рисунок из этой ниточки плывет именно из-за свойств изменения размеров полотна после отпаривания. А так смотрится очень красиво. Я думаю, простые модели из этой ниточки будут смотреться красиво и носиться очень долго. Вот у меня эта пряжа уже давно, я что-то из нее связала, распустила, а потом опять что-то связала, распустила какой-то образец. И вот пряжу я отпарила, и она практически
как новая, поэтому есть у нее и плюсы, и минусы. Итак, я связала образец, буду вязать кофточку вот такой простой вязкой. Смотрите, здесь у меня будут полосы платочной вязки и полосы из вытянутых петель. И причем вот первый ряд вытянутых петель я вытягивала петли из 2 накидов. То есть, видите, они у меня такие более длинные, и полосы получаются вот эти более такие прозрачные. А второй ряд вытягивала петли из 1 накида. Но я буду вязать кофточку именно используя вот второй вариант полосок. Здесь такое более прозрачное полотно получается. Но кто хочет такую более интригующую модель получить, то, конечно, вы можете более такие прозрачные полотна вязать. И рассчитала я плотность вязания. И буду вязать, вот примерно начертила себе выкройку. Вот кофточка, прямой силуэт, свободный. Ширина 50 метров, вяжу на 48 размер. Плотность вязания в ширину 2 на 10 сантиметров 20 петель. И вот я для начала вязания набираю 100 петель. Начало вязания, смотрите, здесь у меня тоже простое. Набираю петли и сразу начинаю вязать платочную вязку. Провязываю 12 рядов лицевыми петлями и далее формирую ажурную полоску. Я заканчиваю делать набор петель. Напомню, что я набираю петли на спице номер 3,5. Их буду использовать для вязания кофточки. И вот последние 5 петель набираю петли обычным классическим способом. И здесь в начале вязания кофточки по низу я не буду вязать резинку, сразу буду приступать к вязанию основным узором платочной вязкой. И эта вязка очень простая, просто в каждом ряду вяжем все петли лицевые. Итак, я вяжу 12 рядов, хотя вы можете вязать вот эти вот полоски плотные из платочной вязки на любую ширину. Первую петлю снимаю как кромочную и далее все петли провязываю лицевые. Итак, провязываю полоску платочной вязки 12 рядов и далее покажу, как формирую ажурную полоску из вытянутых петель. Дорогие рукодельницы, я от наборного ряда провязала 12 рядов платочной вязки, каждый ряд из лицевых петель. И в 13 ряду начинаю формировать вот ажурную полоску из вытянутых петель. Как я и сказала, буду выполнять вот второй вариант полоски с 1 накидом. Если вы хотите, чтобы полоска была шире, то выполняйте 2 накида. И сейчас покажу, как вязать 13 ряд и 14 ряд после. Смотрите, первую петлю здесь, ту кромочную, мы ее тоже провязываем. Лицевая, делаю 1 накид. Если вы хотите шире полоску, то вот так вот накручивайте еще второй накид. Далее вновь лицевая, накид, лицевая, накид. И так провязываю все петли. Количество петель у меня увеличится вдвое. Если будете вязать с 2 накидами, то втрое будет на спицах вот больше петель. Не пропускаем. После каждой петли делаем накиды. Я заканчиваю вязать 13 ряд. Смотрите, вот лицевая, накид и последняя петля просто лицевая. Здесь уже накид не делаю. Поворачиваю работу и начинаю вязать 14 ряд. Тоже провязываем все петли лицевыми. Вот первую петельку провязываем лицевой. Далее спускаем накид, провязываем лицевую и вытягиваем вот за счет накида вот эту вот первую петельку. Спускаем накид
вытягиваем петельку и провязываем ее лицевой. Смотрите, как удобно вытягивать петли. Можно одновременно провязывая и вытягивая. Можно сначала вытянуть петлю, а потом провязать. Ну, потом в конце того, как вы провяжете несколько петель, немножко подтяните вязание, тогда петли выпрямятся и выровняются. И по сути этот ряд, это первый ряд вот ряда платочной полоски из 12 рядов лицевых петель. То есть мы этот ряд провязываем, еще ряд 11 рядов лицевыми петлями. И каждый 13 ряд мы вот формируем такие вытянутые петли за счет накидов. То есть в 13 ряду делаем лицевую и накид, а в 14 вытягиваем петли и провязываем их лицевыми. Итак, вяжу прямое вот полотно, это будет прямоугольник, до нужной длины кофточки. Но учтите, что сейчас у меня полотно без отпаривания, то есть вот оно такое, как бы даже видно, что и по ширине, и по высоте как бы пружинит. После отпаривания значительно изменится плотность вязания и в высоту, поэтому здесь нужно смотреть по образцу, то есть измерить образец, плотность вязания и рассчитать, на какую высоту, сколько количество повторений узора нужно сделать, чтобы высоту кофточка была нужной вам длины. Иначе вы можете связать, а в итоге у вас получится какой-нибудь там туника или мини-платье. Сейчас я провяжу на себя кофточку и скажу вам, какие у меня получились размеры. Дорогие рукодельницы, я возвращаюсь к видео вязания кофточки уже на последнем этапе, можно сказать, на моменте сборки. Вначале я связала все детали кофточки, вот перед, спинка и вот два таких коротеньких рукавчика будут. Подробно сейчас расскажу, какие убавления делала и для переда, и для спинки, чтобы сформировать вырез и скос плеча, насколько петель вязала рукава. И я уже начала обвязывать горловину, так как сомневалась, будет ли красиво смотреться горловина кофточки. Это вы, как вы знаете, самый, можно сказать, главный момент, так как горловина первым притягивает взгляд. Но я подобрала вот такую обвязку планкой с помощью крючка. Покажу, как выполнять такую планочку. И вот такая горловина, смотрите, и смотрится аккуратно, и придает форму вот немножко такому краю бесформенному при вязании таким узором и такой ниточки. Но после обвязки вот горловина смотрится хорошо. И здесь я уже выполнила плечевые швы, скос плеча. Вот сейчас обработаю горловину и буду пришивать рукава и выполнять боковые швы. Ну а так, в принципе, кофточка у меня уже я примерила на последнем этапе. Как я и говорила, что я вязала кофточку в ширину на 100 петель. Вот такие вот ажурные полоски получились из вытянутых петель. Здесь я провязала кофточку от низа до горловинки. Вначале я вязала спинку почти на всю длину, получается, и буквально последняя полоска у меня ушла на формирование и выреза горловины, и скоса плеча. Сейчас я разверну вязание, чтобы вам было более понятно. Итак, по спинке, смотрите, после провязывания вот вытянутых петель, последняя полоска, вытянутые петли я провязала буквально 2 ряда. И далее начала формировать одновременно и скос плеча,
и вывязывать горловину. То есть вот две вот эти вот части, левое, правое плечо, я уже провязывала отдельно. И начала делать убавление с одной и с другой стороны. От горловины убавила 15 петель сразу. Всего у меня ширина горловины на 20 петель. Достаточно широкая, без обвязки получилось, поэтому я обвязку сделала вот здесь примерно на 2 сантиметра. Здесь 15 убавила петель сразу, с другой стороны убавляла для скоса плеча 4 петли. Далее здесь от горловины 3 петли, то есть в каждом ряду выполняла убавление здесь, от плеча 4 петли. Далее убавила от горловины 2 петли, здесь вновь 4 петли. После здесь уже не убавляла от горловины. Еще раз убавила 4 петли, провязала обратно и затем закрыла оставшиеся 14 петель для плеча. С обратной стороны то же самое. Единственное, при вязании второго плеча, здесь я уже вязала петли не лицевыми для платочной вязки, а изнаночными, так как начало вязания, получается, нужно выполнять с другой стороны. Итак, спинку я закончила, а переднюю часть, смотрите, я убавляла, можно сказать, делала такие же убавления, только вырез сделала глубже. И вырез здесь у меня идет вот на 3 полоски вниз. Вот смотрите, раз, два, три, на третьей полоске. Вот после вот этой ажурной дорожки из вытянутых петель, провязав один ряд, те же самые убавления, только для горловины. 15 петель, 3 петли и 2 петли. И далее, довязав до той же высоты плеча, для скоса плеча делаю точно такие же убавления. 4 петли от плеча, еще раз 4, то есть 4 раза по 4 петли, и затем здесь не дописала 14 петель, оставшиеся закрыла. И точно такой же скос, вот буквально на 2 сантиметра получился скос плеча. Вот. И уже потом выполнила матрасным швом с помощью иголки швы и начала обвязывать горловину. И сейчас покажу способ обвязки горловины. Сейчас покажу, как вязать вот эту планочку крючком с самого начала. И вначале делаем на крючок петлю начальную. И начинать вязать планку, присоединять нить к краю вязания можно в любом месте. Я по центру спинки начала вязание. И сейчас по кругу выполню планочку и сделаю на спинке. Получается, у меня будет шов. Ну, здесь я вот к краю присоединю сейчас вязание. И вводим крючок вот за кромку. Вытягиваем через кромку петельку и сразу провязываю начальную петельку. И тут я для планочки набираю 4 воздушные петли. У меня планочка получается вот такая вот узенькая. В принципе, можно вязать на любую ширину. Набирайте 5, 6, 7, 8 петель или меньше можно также вязать. И смотрите, здесь я одну петлю от крючка отступаю, в следующую ввожу крючок и вытягиваю петельку на крючок. Это первый ряд. Далее из следующей воздушной петельки вытягиваю петлю, вот та, которая у самой кромки, и после из кромки вытягиваю. Если вот кромка вот такая вот немножко растянутая, то подхватываю еще ниточку ниже. А после начинаю провязывать вытянутые петли по 2. Раз, два, 3, 4. Первый ряд планки завершен. Начинаю вязание второго ряда
Теперь смотрите, вводим крючок, вот вертикальная ниточка идет первого ряда, и прокалываю насквозь вязание, вытягиваю новую петельку на крючок. И также перед следующей вертикальной ниточкой вкалываю крючок, вытягиваю петлю и еще раз. И еще одна петелька у нас идет из кромки. Вновь то же количество петель на крючке и провязываю также по 2 петельки. Второй ряд планочки завершен, и все следующие ряды мы вяжем точно так же. Вот вертикальная ниточка, прокалываем вязание насквозь и вытягиваем петельку на крючок. Вот следующая вертикальная ниточка, новая петелька и еще одна, и из кромки еще одну петельку набираем и провязываем в обратную сторону ряд. По сути, это тунисское вязание, и получается ровные ряды вот таких лицевых петелек. Вязание тоже ровное, хорошо держит форму и смотрится красиво и аккуратно. И так обрабатываю горловину, обвязывая такой планкой. Дорогие рукодельницы, я закончила обвязку горловины и уже пришила один рукав. Рукав у меня короткий, простой, прямоугольный, как у футболки. И для вязания рукава я набирала всего 75 петель и провязала вот 3 ажурные дорожки и 4 плотные дорожки. И сейчас буду пришивать второй рукав. Кстати, ширину рукава вы можете сами определить согласно своим меркам. То есть у каждой из нас разная полнота руки, поэтому измеряйте свою ручку, прибавляйте примерно 2-3 сантиметра для свободы облегания и рассчитывайте по плотности вязания, сколько петель набрать. У меня вот такой вот получился в меру свободный, и в то же время мне не узкий рукавчик. И вот он как футболочка получается. Вот здесь я уже выполнила боковой шов тоже сразу. И при сшивании переда и спинки по бокам совмещаете вот полоски, чтобы у вас совпадала плотная и ажурная полоска. И на этом все. Сейчас я заканчиваю вязание, примеряю и показываю вам уже готовый результат.